Пациентки. 2004 год, производственная травма, компрессионный перелом тел позвонков TH12L2. Нейрохирурги описывают, с ушибом спинного мозга на этом уровне. В описании МРТ очень мало информации, и непонятно, из-за чего мои жалобы. Боль со спины отдает в ноги, но особенно в правую, часто не слушается, шлепает, спотыкается, немеет, горит и чешется. Онемение промежности и внутренних поверхностей бедер. Недержание мочи, кала и газов. Заключение нужно для МС с подробным описанием, с размерами, степенями и описаниями позвонков, грыж, протрузий, сколиоза, стадии остеохондроза и так далее. Расшифровка нужна по почте и на бланке. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациентки 56 лет. Дата исследования – 26 февраля 2022 года. Область исследования – поясничный отдел позвоночника. Поясничный лордоз сглажен. Сформирован левосторонний сколиоз до 5 градусов, с вершиной ВЛ4-Л5. Выявляются МР-признаки дистрофических изменений в виде снижения интенсивности МР, сигнала от межпозвонковых дисков в сегментах L1-S1 на T2 и вследствие дегидратации пульпозных ядер дисков. Со снижением их высоты более выражено в сегментах L3-S1. Передне-боковых краевых костных разрастаний с обозвествлением передней продольной связки в местах прикрепления к телам позвонков и задне-боковых краевых костных разрастаний в сегментах L1-S1. Соотношения в дугоотростчатых суставах правильные, суставные фасетки позвонков расширены за счет краевых остеофитов. МР-сигнал от тел позвонков диффузно-неоднородный за счет очагов жировой дегенерации. Обращает на себя внимание клиновидная деформация тела L1. Высота переднего края тела 20 мм, заднего края 25 мм. Межпозвонковые диски поясничного отдела позвоночника циркулярно неравномерно выстоят за пределы тел позвонков, в том числе кзади. L1, L2 не смещен кзади МР, признаков компрессии спинных корешков не выявлено. Передне-задний размер спинномозгового канала на этом уровне 17 мм. L2, L3 дорсальная диффузная протрузия 2 мм с признаками компрессии переднего субарахноидального пространства и межпозвонковых отверстий. МР признаков компрессии спинных корешков не выявлено. Передне-задний размер спинномозгового канала на этом уровне 15 мм. L3, L4 не смещен кзади МР, признаков компрессии спинных корешков не выявлено. Передне-задний размер спинномозгового канала на этом уровне 16 мм. L4, L5 не смещен кзади МР, признаков компрессии спинных корешков не выявлено. Передне-задний размер спинномозгового канала на этом уровне 12 мм. L5-S1 правосторонняя латерально-фораминальная грыжа до 6 мм с признаками компрессии нервных корешков справа. В сочетании с краевыми экзостозами смежных позвонков, вызывая деформацию задней продольной связки, сужение переднего субарахноидального пространства и межпозвонкового отверстия справа. Передне-задний размер спинномозгового канала на этом уровне 17 мм. Обращают на себя внимание грыжи Шморли по краниальным поверхностям тел L1, L2, люмбализация S1. Задняя продольная и желтая связка неравномерно уплотнены. Спинной мозг, эпиконус не изменены, корешки конского хвоста дифференцированы. Признаки трабекулярного отека тел позвонков не выявлены. Заключение. Дегенеративно-дистрофические изменения, левосторонний сколиоз первой степени поясничного отдела позвоночника, клиновидная деформация тела L1-1 к тепени. МР картина межпозвонковой грыжи, L5-S1, протрузии межпозвонкового диска, L2, L3, грыжи Шморли L1, L2, люмбализация S1. Рекомендована консультация невролога. 18 апреля 2022 года, доцент кафедры К. М. Н. Котов М. А. Комментарий врача-рентгенолога. Сейчас данных за повреждение спинного мозга у вас нет. Есть минимальная деформация тела первого поясничного позвонка, но какого-то значения это не имеет. Стеноза просвета позвоночного канала нет. Левосторонний сколиоз тоже первой степени. Есть достаточно крупные грыжи в нижнем сегменте, она справа, и именно она обеспечивает жалобы, что вас беспокоит. Вам будет иметь смысл проконсультироваться у невролога. Обычно такие грыжи сначала лечат терапевтически, процедурами физиотерапии.